Новую рубрику SEO-реконструкция. Что это за рубрика? В этой рубрике мы будем пытаться восстанавливать, как археологи, историю продвижения тех или иных сайтов, которые сейчас являются лидерами рынков, либо перестали ими быть. Как они добились успеха, за счет чего они взлетели наверх, почему их опыт нужно изучать и почему очень важно не совершать тех ошибок, которые они совершали, в рубрике SEO-реконструкция с Николаем. И здесь мы расскажем вам все трюки и все нюансы, которые вы, возможно, могли пропустить, поэтому не пропустите это видео, подпишитесь на канал, и мы начинаем. Ребята, всем привет, меня зовут Николай, и это, наша новая рубрика SEO-реконструкция. Это уже второй выпуск, где я буду рассказывать про те вещи, на которые я обратил внимание, и каким образом те или иные сайты достигли успеха или провалились. Традиционно в прошлом видео мы рассказывали про успех розетки. Да, напоминаю, что это видео очень хорошо зашло, оно действительно собрало много просмотров. Я думаю, в будущем сделаю доступны все старые эфиры у нас на сайте, чтобы их можно было посмотреть каждому. Но из того, что я хотел бы сказать, на что обратить внимание, пока вы все подтягиваетесь, этот эфир будет разговорным. Я буду общаться с вами, с подписчиками, а ваша задача писать комментарии, где вы меня видите. Я буду видеть комментарии, будь то написанные в LinkedIn, в YouTube или на прямом эфире в Facebook, где вы меня смотрите. И, конечно же, я буду рад этим комментариям, поэтому напишите какой-нибудь привет, чтобы я видел, что вы меня слышите и видите. И я буду знать, что вы подключились и вошли в нашу дискуссию. Я постарался выбрать время эфира максимально ближе к тому, которое проголосовали. Немножко 17:00 нам неудобно, но это время как раз будет оптимально для того, чтобы за часик закрыть все ключевые вопросы. И сегодня будет... здравствуйте, Ольга. И сегодня будет первый вопрос. Сколько обходится вообще сайтом смена структуры ссылок? Мы тогда про розетку говорили, рассказывали про смену структуры, но мы тогда говорили больше про ее успехи. Но я решил задаться вопросом, а вообще сколько обойдется бизнесу смена структуры URL-ов? Зачем обычно это делают? Ну, к примеру, у вас был сайт, основная версия на русском языке, украинская версия находилась в папке UA. Вы решили сделать такой финт ушами и сделать UA основную версию по основному домену, а на RU перегнать русскую версию и сделали такую странную систему с редиректами. Либо не делали редиректы, а просто поменяли языковые коды, к примеру. То есть, если вы даже не делали редиректор, а просто поменяли языковые коды, у вас все равно будет редирект с украинской версии, на главную. А русская версия, получается, появится из ниоткуда. И русская версия контент, который был, исчезнет, потому что вы сделали редирект с украинской версии, с UA-папки на основную папку. Получается, у вас львиная доля сайта переехала, а вторая половина этого доли сайта исчезла. Так выглядит редирект для поисковой системы. То есть, в то время как у вас есть страничка А и страничка Б, вы, условно говоря, одну страничку убираете, допустим, вот она перестала быть страничка, а это переехала с Б на А. И получается, старая А пропадает, переезжает на новую Б, а эта Б пропадает. И этой русской версии, допустим, ее перестает быть. И тогда в этой ситуации сколько это обойдется трафику вообще, если потери трафика? Да, они есть. Я знаю много примеров, когда терялись просто львиные доли трафика и, соответственно, денег SEO-трафика с этих сайтов. Сегодня я буду показывать больше и рассказывать. И поэтому сегодня как раз тема, собственно, кто сколько теряет трафика, будем мы показывать как раз на экране. И мне в этом плане, конечно, поможет Ahrefs с его статистикой по годам и очень удобному отчету, в котором можно в одном отчете узнать все, научиться SEO и не повторять глупых ошибок. Вот. Первое, что я решил, конечно же, показать вам сегодня, это ситуация, когда эпицентр потерял практически больше 30 тысяч трафика только на фонарях. Так, вот его как раз этот вот запрос, я вот его смотрел, где-то я его даже у себя пооткрывал, но нет, я его буду открывать заново вам всем. Вот самый простой способ. Мы смотрим страничку, и мы видим, что вот запросы, по которым эпицентр потерял трафик, давайте мы как раз Украину возьмем. И возьмем, конечно же, трафик, который у нас declined. Даже не declined, мы возьмем статус lost. Очень удобно смотреть в этом плане как раз на потери трафика.
Что мы увидим? Мы увидим все страницы, на которых трафик был утерян. Привет. Вот мы видим эпицентр, который потерял трафик на большинстве запросов. Вот видите, фонарик. Я решил посмотреть вообще, что с этими фонарями происходит. И потери трафика только по фонарям, они были действительно огромны. Давай так вот сюда. Ага, он меня не сохраняет, если запрос был слишком длинным. Да, ясно. Давайте вот возьмем вот просто фонарик. Фонарь. Давайте мы возьмем запросы. Keyword фонарик и фонарь. Вот просто так вот возьмем эти запросы в том виде, как они есть. Ага, Any.ru. И вот что вы увидите. За 2 года сколько трафика было потеряно на этих фонариках. Вот видите, где-то страничка появилась, где-то пропала, но видите, львиная доля трафика пропавшая. То есть она 15 тысяч трафика упала. Видите, а восстановилась гораздо меньше. Вот вам картина трафика. Что произошло с запросами фонаря? Почему они так офонарели? Почему? Где эпицентр облажался? Давайте посмотрим. Посмотрите внимательно. Вот страничка «Ручные фонари». Она вот была вот именно такой. Вот на ней был прекрасный запросик «Фонарик». Эта страничка, скорее всего, вы думаете, битая? Конечно, не битая. Она стала редиректом. Так, а почему ты меня передиректил вот так? Давай скопировать адрес ссылки. Вот мы тебя вставим. И вот так вот откроем. О, теперь нормально. Обратите внимание, обычный 301 редирект. Просто вот вам видно в экране, надеюсь, вы видите. Если не видно, сделайте, вот я сделаю себя маленьким в уголочек, чтобы я вам сильно не мешал. Вот видите. По идее, не пикселизируется, ребята. Вам хорошо видно на экране? Потому что если вы смотрите с мобилки, вам будет не очень хорошо видно. Либо экран поверните и зумчиком сделайте. Вот, собственно, сам редирект. Простой и понятный. Но, как вы видите, по запросу фонарик. Давайте возьмем этот запрос фонарик. Эпицентра больше нет. Нет, есть. На втором месте, на третьем месте. Видите, он просел. Фонарик, вот он у меня. Очень мало трафика. Search трафик практически свалился 0. При этом здесь search трафик 8000, фонари, аксессуары. Один редирект, потерянная куча трафика. Я проверял много всевозможных запросов, там и налобный фонарь, давайте проверим. Налобный фонарь. Ситуация грустная. Повылазила розетка, вылезли какие-то новые магазины, которые их обогнали и тому подобные вещи. То есть урок номер 1. Если ваш самый крупный конкурент сделал где-то редирект, я советую эту страничку очень быстро кочегарить, качать, обновить контент, потому что в этот момент он с выдачи улетает. Если у вашего конкурента появились очень умные SEOшники, которые решили переделать структуру урлов и решили сделать редиректы, вашему конкуренту не повезло, а вам, возможно, повезет. Как и произошло здесь, Епицентр освободил первое место по запросу. Гордий українець питає, може потрібно робити нову сторінку, але не робити редирект? Пам'ять Гугла. Я відповім на це запитання. А що робити, якщо у вас вже є така сторінка, і ви робите що, нову? От у вас є сторінка, налобний фонарь, от фонарь оця от. І ви робите ще таку саму сторінку. У вас з'явиться друга проблема, про яку теж я розкажу. Це буде проблема, тому що у вас будуть 2 сторінки, і у вас перша як буде, може ранжуватися, то друга ранжуватися може і не буде. Чи буде, але десь далеко. Дякую за запитання. Я був дуже вдячний відповів. Так, едем дальше. Запросов видите тьма. Какие-то вы видите вылезли. Фонарик аккумуляторный. Вот на втором месте появился фонарик аккумуляторный.
Но вот ручные фонари, давайте вот посмотрим вот эту страницу, которую вот мы смотрели, которая изменилась. Давайте ее откроем и посмотрим именно на вот эту страницу, как она выглядит в Top Pages, как она себя чувствует. Вот это новая страница вместо той старой, которая как бы уже выпала с индекса. Вот вы видите, какой у нее следовой трафик. А вот мы возьмем ту страницу, которая была ручные фонари. Это, напоминаю, это ее первая версия. То есть вот я вот для вас открою, просто давай еще раз откроем мне. Оп. А отсюда вот давай мы копирнем вот эту ссылочку. На примере только одной страницы вы можете увидеть, сколько потеряно просто трафика впустую. Так, давай уберем все фильтры. Здесь у нас... Здесь уже их нету. Вот смотрите, на пике сколько было трафика у этой страницы? 24 тысячи, да? У этой страницы, вы видите, сами цифры. 52. То есть была одна страница, стала другая страница. И вот насколько это, катастрофически. Яркий пример провала по одной странице. Можно посмотреть, что происходило с тактическим фонариком. Он, конечно, поменьше запрос потерял трафика. Ой, извините. Но на примере тактического фонарика, я думаю, мы увидим тоже интересную картину, как несчастные 1000 трафика просто теряется на пустом месте. Очень долго работает. Блин, наверное, где-то... Давайте не тактический фонарик, давайте налобный лихтар возьмем, вот запрос. Налобный лихтар. Вот просто берем налобный лихтар. Вот, берем вот эту страничку, копировать адрес ссылки, вставляем ее и смотрим. Я просто показываю на примерах, это они, ребята, просто сделали редирект. Он особо не изменился, просто поменялась структура, потому что программистам так захотелось. Я с этим сталкивался много раз. Программистам захотелось сделать вот такой URL. То есть вот был вот такой URL, да, фонари налобные. Вы скажете, что с этим урлом не так? Ну, программистам захотелось, чтобы оно было в виде сложного пути. Видите, фонари, там, фильтр и тип налобни, потому что программистам так удобно. Самая частая отмазка, программисты иногда просят делать урлы так. Ну так, если вы так просите, создавайте сайт сразу с нуля, вот так. Если вы уже переделываете существующий сайт, это что-то вроде, как я буду вот в своем 7-этажном здании переделывать ремонт, снося стены на нижних этажах. Вы понимаете, что дом не выдержит. Вот оно сравнимо с этим. Надеюсь, вам хорошо видно этот момент. То есть вот в чем, видите, нюанс, да? То есть вот она вот как изменилась эта страница. С одной страницы на другую. Просто добавилось FS и тип налобни. Как они выглядят сейчас, я просто вам покажу. Так, это убираем. Она еще успела рухнуть, только появившись. Забавно. Вот, а этот URL давайте. Я отвечу вам, Андрей, отвечу. Смотрите, как это использовать, собственно, чтобы на это не попасться. В первую очередь, если у вас часто идет банально конфликт между разработчиками и SEO-специалистами, либо руководством, это нормальное явление. Я рассказываю вещи, с которыми сталкиваются постоянно мои клиенты. Разработчики хотят так, клиент соглашается, а потом в итоге приводит к провалу. Так вот, если у вас есть хорошие трафиковые страницы, не меняйте структуру урлов. Пробуйте как угодно это сделать, но сохраняйте старую структуру урлов. Если вы переезжаете с системы на систему, делайте так, чтобы урлы хотя бы были в сохранности в том виде, как они есть. Даже смена просто буквы в урле, вам нужно делать редирект, и это приводит вот к этим картинкам.
Именно вот к таким картинкам это и приводит. Я просто показываю масштабы. Они потеряли какой процент трафика, вы просто видите цифры, вы можете сравнить процент трафика, сколько они потеряли. Если вы при этом находились на первых местах по этому запросу, вы в первое место вернетесь не сразу из-за особенностей поисковой системы. Редирект не возвращает вас в тот же день на то же место. Вы выпадаете и можете не вернуться. Это что-то вроде, как будто вы на дискотеке заняли место у бара, но ушли и думаете, что вы вернетесь и сядете на то же место. Ну, вы знаете, что кто-то вас займет, и, возможно, вы потом придете и будете доказывать, что это ваше место, вот вы тут сидели, вот здесь фотография, да, это как так примерно редирект доказывает, что, типа, он здесь был. Но, понятно, он будет искать себе другое свободное место возле бара, либо возле туалета. Как это примерно и происходит. Здравствуйте. Если мы сейчас вот на эти темы обратим внимание, то есть это основное, да, выкинула с карусельки, да, забеги в карусель обратно, пока она еще крутится. И вспомни, где ты сидел. Вот, эта проблема есть реально у многих сайтов. Я сколько сайтов не смотрел, она реально есть у многих. Где-то тут у меня была открыта Ева. Да, вот интересная картина была у Ева с так называемым сухим шампунем. Сейчас где-то я вот его открывал. Это вот пример, смотрите, вот они вот пропали по запросу кемпинговый лихтар, и по выдаче их просто нет. Вот я хотел сказать. Все, в топ-10 их нет по кемпинговому лихтарю. А они были в кемпинговом лихтаре, ну, довольно очень высоко. Я вот еще и, собственно, проверил. Вот этот яркий пример, это кемпинговый лихтарик, вот он просто отвалился. Так, вот интересная картинка была, это сухой шампунь у Евы. Вот такой вот интересный запрос. У сухого шампуня произошла интересная ситуация. Он находился по одному урлу и переехал на другой. Но при этом трафик у него чуть-чуть просел у запроса сухой шампунь. То есть если вот брать вот конкретно сухой шампунь, у них вот немножко так вот пополз вниз и потеряли где-то вот они вот на пустом просто переезде, да, 40% трафика. То есть иногда может быть вот такое, что вы вернетесь обратно в то место, где не было сильно высокой конкуренции. Вот тот случай, как Андрей правильно заметил, выкинул с карусельки, когда в карусельку вы умудрились усесться. И суммарно, как говорится, позиция не стала самой плохой. То есть, и бывает даже, что вернулся на то же место. Давайте проверим. Сухий шампунь. Они успели залететь обратно. Как вы видите. Причина простая. Конкурентов не так много. Вот. Тем более, почему-то розетка ранжируется русская версия по запросу сухой шампунь, что самое интересное. И конкуренция не такая жесткая, плюс у Евы, я так понимаю, это довольно популярная страница. Но самое смешное, что у них произошло по Еве. Обратите внимание, какая страница пропала, а какая прилетела, да? То есть у них была вот такая вот специфическая страница. Сухой шампунь. Видите, URL, да? Эта страничка по факту была страничкой запроса. Про эту тактику у меня уже записано отдельное видео, оно скоро выйдет на канале, поэтому кто смотрит меня впервые, подпишитесь и будете его смотреть в прямом, у нас на канале, как только оно выйдет. Один из примеров сайта, про который буду сегодня рассказывать, OLX, да, он занимается тем, что у него есть огромное количество страниц, созданных под поисковый запрос, то есть вот. И эта страничка, сухой шампунь вот у них вот была, она была интегрирована под запрос. То есть они фактически генерировали странички, которые были созданы под конкретные запросы, и эти конкретные запросы, под них создавалась title, description и подборка товаров. И H1, само собой. Но спустя время они такие странички потом грохают и делают редирект на конкретную категорию. Типа вот она сработала и отлично. Он даже не может нормально редирект распознать. Как это не видит? Вот же был, стал другим.
Редирект как-то проходит очень странно, кстати. Вот. И вот эта страничка раньше была в индексе, а сейчас, наверное, ее уже и нет. Да, она уже вылетела с индекса. Но вместо нее залетела другая. Давайте тогда мы сейчас посмотрим на эти странички. Как они выглядят. Где наш? Вот здесь вот мы смотрели как раз налобные фонарики. Мы здесь посмотрим страничку сухого шампуня. Вот мы видим, когда они избавились от этого редиректа. Совсем недавно, видите. Вот. А сейчас куда она ведет, я скопирую еще раз этот URL. Забавно, что эта страничка, она у них, видите, у них эта страничка существовала гораздо раньше. Но что происходило? У них была страничка под запрос. И они обратили внимание, что она является каннибалом. Вот как раз вот я вот отвечаю гордому українцю, дивіться уважно. Ця сторінка існувала одночасно до цього часу з цією сторінкою. І дивіться, що траплялось. Основна сторінка категорії не мала трафіку. Бачите? Це відповідає на ваше запитання якраз. Добрий день, Олександр. І коли вони зробили редирект з цієї сторінки запиту на цю сторінку запиту, трафік піднявся. Але дивіться різниця. Тоді, коли цей трафік був більше 1000, зараз цей трафік став менше 1000. Тобто, під час існування двох однакових сторінок, сторінка основної категорії не мала популярності, а мала сторінка запиту більше популярності. І коли вони її винесли і перенесли редирект на цю нову сторінку, ця нова сторінка не залетіла туди, куди хотіла б. Да? Не по всім варіантам запитів. Бо є інші варіації запитів, да, у пошуку, і Google вас теж може показувати по різним варіаціям цих запитів. І ця сторінка саме отак от і вийшла, як вона залетіла. Тобто, резюмируем, если у вас на сайте есть 2 или более одинаковых страниц, это называется каннибалы. Но если вы хотите уже делать редирект, подумайте, а может есть смысл редирект сделать на ту, которая сейчас работает, убрав те страницы, которые находятся ниже. То есть не совершайте ошибку Евы, хотя да, у них целая категория была сухих шампуней, но можно было сделать, если уже не редирект, то canonical на эту страничку запросами, таким образом усилить вес этой страницы, а эту особо и не пытаться спасать. Выглядит это как будто кто-то пытается спасти что-то, что нельзя спасать. Вот это яркий пример. Если есть вопросы, задавайте по этому моменту. Я перейду к следующей как раз главе. Так, вопросиков пока не вижу, но хотелось бы побольше активности. А пока мы перейдем к еще одному большому сайту, который называется OLX. OLX – это очень интересный сайт тем, что на нем огромное количество контента создается юзерами. Но львиную долю трафика OLX приносит как раз то, что называется user-generated content, созданные категории запроса. Так, где же этот мой OLX был? OLX с его попугаями. Так, давайте тогда вот так посмотрим. Может, я там где-то сохранял. Если нет, то я вот, у меня есть ссылочка. Господи. Если структура сайта в sitemap не выглядит логичной, вы говорите, что мне менять URL, как оптимизировать? Смотрите, Google все равно на вашу структуру URL, там, как она реально выглядит. Ну, на самом деле, если ваша страничка залетела вот с этим URL в топ, как говорится, здесь не трогайте.
Если меня слушают хотя бы люди, которые хоть раз что-то в жизни ломали, типа кости, да, там, или хирурги, либо медики, да, они знают, что если кость срослась, лишний раз лучше не ломать, да, второй раз, да, чтобы она там как-то по-другому чуть срослась. Хотя, да, если она срослась плохо, ее обычно второй раз ломают, да, но если она уже, как говорится, выросла, его не ломают. Вот здесь это из той же оперы. Не нужно ломать то, что не надо ломать. Поэтому вот здесь я был бы очень осторожен как раз с тем, что логичность структуры урлов и то, что уже и так залетело в топы. Вот здесь мы четко различаем, если оно уже в топе, не делайте редиректы. Все, что находится в топ-4 ваших запросов, топ-3 ваших запросов, не трогайте ни в коем случае, иначе вы рискуете отвалиться. Если вы, конечно, находитесь за 30-й строчкой, делайте все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Все, что, ну, условно говоря, за 20-й, за 30-й, даже за 20-й строчкой можно спокойно ковырять, менять, как вам нравится. С 10-й по 20-ю надо быть поосторожнее. Ну, тоже многие говорят, что если вы, условно говоря, в топе вообще ничего нет, то можно и так трогать. Но все, что попало в первую пятерку, и эти урлы вообще, они становятся резко неприкасаемыми. Вы можете их менять контент, менять тайтлы, вы можете их линковать, все что угодно делать, но не трогайте, пожалуйста, структуру урлов. Вы просто вылетите. А если вы это еще массово сделали со всем сайтом, то весь сайт будет заново, как будто, ну, представьте себе, что вы собирали мозаику, да, вот она у вас разложенная, вот вы ее сейчас обратно собрали в мешок и высыпали, да, и ее надо обратно расставлять. Вот пока вы ее обратно не расставите, ваш сайт так вот примерно и будет индексироваться. Это все, собственно, процесс, который у вас оно отнимет. И индексация это, и ранжирование потом, это очень долго проходит. Google не вернет вас на то место. Вот Андрей очень грамотно рассказал про эту тему. Гордий українець, я мав на увазі не грохнути сторінку, переробити контент і не робити редирект на стару, і розберегти запит. Якщо ви так зробите, ви в топ можете не повернутись відразу. Ну, просто, якщо ви так зробите. Тому що люди, які будуть потрапляти по старому урлу в індексі, побачать 404-ту, вони зрозуміють, що цієї сторінки більше не існує. Google отримує сигнал, що ця сторінка більше не існує, і тоді нову сторінку будете ранжувати просто з кінця. Це як ви вийшли з черги і зайшли в кінець черги. Ви не дуже швидко залетите вверх, бо редиректи ще якось би вам допомогли. Приветствую, Паш. Павло. Да, не за что. Смотрите, я сейчас попытаюсь восстановить поломанный отчет у OLX. Ну, собственно, суть заключается в том, что я вот как раз смотрел, куда ты делся мой волшебный запрос. Так, это как раз мы смотрели аренда квартир Киев. Я смотрел, что происходило с запросами аренда квартир. И у OLX есть один маленький нюанс. У OLX есть очень специфическая мобильная версия и главная версия, и они обе ранжируются. И ранжируются, ну, в принципе, ну, не на самых высоких местах, если вы заметите. Вот именно по очень важному запросу, да, аренда квартир Киев, вы видите, что из-за того, что у него есть OLX и MOLX версия сайта, мобильная версия, они до сих пор, ну, как говорится, ну, из-за этого я подозреваю, что он еще и нормально себя, не очень хорошо себя чувствует, потому что я смотрел, большинство запросов конкурируют между собой. И если посмотреть по страничкам, которые у него потерялись, давайте посмотрим, что он потерял. Ну. Угу. У него, я помню, да, просели как раз именно всевозможные страницы вот по районам, но это мелочь. Нет, это не то, что я хотел вам показать. Давайте вернемся к просевшим страничкам, которые пропали у OLX сейчас. Вот как раз вспомнил, да. Вот был как раз пример, это по запросу попугая. Вот, возвращаемся к проблеме, которая есть у OLX. Напоминаю, у Евы есть странички, которые были сгенерированы под запросы. У OLX таких страниц тьма. Вот, например, мы посмотрим на страничку с попугаями.
Вот. Вот у него есть страничка продажи домашних тварин попугай. Вы видите, да? Она никакого редиректа нету, она чисто 200-я вот в том виде, как она есть. Canonical сама себя, индекс follow, ничего особенного. Но она пропала. Вот вы видите, попугай просто отвалился трафик. Что случилось? Давайте посмотрим. Вернем попугаев. Почему отваливаются вот такие вот попугаи? Вот, обратите внимание, у них есть страничка «Животное-попугай». Вот такой вот запрос. Животное-попугай. Вот оно вот. Животные, да, животное-попугай. Ну да, это она же и есть. Она ранжируется по запросу «попугай купить». Блин, как ты долго работаешь. Вот. А по запросу попугая она себе ранжировалась до этого. Я понял еще нюанс. Здесь www.ox, здесь UK-версия, здесь русская версия. Вот. По факту есть слова, которые одинаково на русском и на украинском звучат, но у них есть языковая версия запроса попугай такая. И из-за того, что вот эти странички, они конкурируют между собой, они могут отваливаться. И этот момент, если у вас мало страниц, вы за этим уследите. Если у вас еще и страницы генерируются вот так, как у OLX, через поисковые запросы, мультиязычные версии одних и тех же страниц могут вот конфликтовать в выдаче. И таким образом ваш трафик может очень сильно плясать, потому что эти странички реально в выдаче могут конкурировать между собой. Google не понимает, какую иногда страничку по такому запросу показывать, русскую или украинскую. И вот этот яркий пример можно увидеть на примере этого запроса «попугай». То есть вот еще одна эта страница, видите, вот она украинская версия, вот она ранжируется, но уже мобильная версия, еще одна версия страницы. То есть множество страниц, огромное количество страниц может привести к тому, что у вас будет вот такая вот ситуация, и трафик, условно говоря, будет перетекать со страницы на страницу, но при перетекании перетекает не весь трафик, не 100%, а его меньшая часть. И при такой внутренней конфликтности, каннибализации, да, какие-то страницы могут сильно проседать, в то время как те будут не сильно набирать. Вот. Сейчас, вот автотематика. У меня был тут очень хороший пример. Это был сайт Autoria.com. Я вот смотрел очень интересную ситуацию, допустим, а как, например, выкручиваются все-таки, когда делают редиректы, но делают без конфликтов, правильно делают. Вот есть пример Autoria. Я специально тут исключаю брендовые запросы, потому что они очень сильно паскудят картину, я отсекаю. Вы видите, трафик растет, но какие-то страницы отвалились. А что отвалилось вообще на самом деле у сайта? Но при этом трафик у него растет, как ни крути, даже при отваленных страницах. Я решил посмотреть, что происходит с запросами, которые делает Автория, например, да, он же был на первом месте купить комбайн. Куда он делся, комбайн? Агрария. Он есть, только не Автория, а Агрария. Поэтому, когда вы проверяете подобные сайты, конечно же, нужно проверять их на этом, как его называется, на другом поддомене. Поэтому давайте посмотрим. То есть, например, вам все-таки, вот я отвечу, кто мне поднимал вопрос про структуру урлов, это Андрей, да? Андрей, да? Нет. Александр Иванченко поднимал вопрос. Смотрите, если структура выглядит нелогично, если у вас действительно огромный сайт, вот огромный сайт, и ваша задача сегментировать клиентов одного сайта от другого сайта, яркий пример, вы продаете, например, мобильные телефоны и ноутбуки. Вот у вас два вида таких вот крупных товаров. Мобилки и ноутбуки. И вы не знаете, аудитория ноутбуков – это не аудитория мобилок. Аудитории ноутбуков не нужны, например, чехлы и пленки такого плана, да, им нужны ноутбуки, огромный выбор, да, возможно, зарядки, какие-то еще вещи, да, а владельцам телефона нужны аксессуары, все что угодно, и карты памяти, если они еще до сих пор используются. Кстати, удивительно, я уже как перешел на Apple, так забыл, что существуют карты памяти. Вот. В общем, товары другие, и аудитория другая выходит. Но при этом, это я так на пальце говорю, но при этом вам нужно ее разделить.
вы делаете разделение на поддомены. Вот, например, автория, они четко знают, что есть люди, которые интересуются машинами, но им не интересно искать тракторы и комбайны. А люди, которые интересуются тракторами и комбайнами, им не интересны автомобили. Логично, да? И автория сделала такой большой ребрендинг и разделила себя на агрария. Давайте посмотрим, когда это произошло. Это произошло буквально недавно. Вот вы видите год, когда фактически агрария ожил. Ну, он разделился в 23 году, как вы видите, и вот он ожил. Вот произошло большое разделение 7 декабря. Вот. А если мы посмотрим по авториаком, да, а сменилась какая-то картина по авториаком в этот период с 23 года? Давайте только current only specified domain, давай. Ну, в принципе, он мне его и покажет. А вы увидите, что трафик особо не просел. То есть вот вроде бы, смотрите, вот трафик, вот этот период, да, вот, составлял 5 миллионов, сейчас составляет 6 миллионов. Обратите внимание, они переехали на поддомен, то есть они с то есть они выкинули из себя, давайте посмотрим сколько. Сколько выкинулось трафика, давайте оценим, это просто прилично, по аграре. Агрореаком. Они вычеркнули из себя, условно говоря, 125 тысяч трафика, вот этих вот аграриев, которые им не нужны. Но, как вы видите, ничего хуже не стало, а стало только лучше. То есть, если у вас достаточно контента на поддомен с товарами, в которых будут абсолютно уникальные товары, которые не будут пересекаться с товарами на другом поддомене, это очень важный момент. Потому что на авторе, на аграре вообще разные товары. Давайте я покажу вам. То есть не UA, то некоторые ошибаются. Автория.com и агро. Как вы видите, сайты отличаются даже дизайном, да? Вообще отличаются дизайном. Этот сайт я еще буду рассматривать в отдельных видео. Я думаю, посвящу ему отдельное видео. У нас беспорядок, как все страницы редиректных, какой плагин рекомендуете? Ну, обычно редиректы пишутся в HTXS. Плагин специальный для редиректов нужно смотреть от CMS-ки. Вообще все редиректы, вот на самописных сайтах просто составляется файл редиректов, и в нем и все и настраивается. Разработчики, по крайней мере, которые нас смотрят, могут вам подсказать. Вот, поэтому обратите внимание, сайты вроде бы разные. На них интересно вообще, можно ли перейти на другой сайт, мне даже интересно. Наверное, они все-таки сделали переходы где-то. Даже на Аграрео даже нет ссылки. Ну, по крайней мере, я ее не вижу. Может, она где-то и есть, но я ее не вижу. Они даже специально ссылку не ставили. На Аграрео я уверен, что какая-то ссылка на авторе будет. Продукты компании RE. Вот они, DIM и авторе. Может, у них такая же, типа... Да, у них должно... они здесь не поставили, а тут поставили. Ну, наверное, не дошли руки. У них есть DIM RE, просто RE.com и авторе.com, видите? Вот. То есть решение, если вам нужно навести порядок и контента достаточно на новый сайт, сделайте новый сайт. Перенесите туда вот эти вот тракторы, комбайны, Купер. Кстати, по Куперам сейчас мы поговорим. Там тракторы, комбайны, я смотрел, очень много переехало. Кстати, самый забавный запрос это вы видите на экране, я не буду озвучивать, все-таки у нас YouTube, и тут нас иногда смотрят дети. Но с Поршем что-то не получилось. Вот, в общем, яркий пример. Так, посмотрим, что у нас есть еще интересного. Нет, сори, верну обратно, там было важное.
Ребята, если что, задавайте вопросы, потому что вопросы как раз я сегодня отвечаю. Так, теперь я хотел показать вам, что произошло интересного с мини-купером. Обратите внимание, есть такая машина, называется мини-купер. Вот у нее была такая ссылочка. Но они зачем-то сделали ее на мини-хэтч. Честно, не знаю, мини-купер и мини-хэтч это как бы разные машины, да, наверное? Но если страничка мини-купер имела 4500 трафика, да, то мини-хэтч имеет всего лишь 2500 трафика. Вот вам пример, вот что происходит, если все-таки сделать редирект. Зачем это было сделано? С какой целью это было сделано? Загадка, которую, наверное, знают только их SEO-специалисты. Вот такие вот проблемы могут и приводить к тому, что у вас вы просто сделали редирект, а сайт рухнул. Рухнула какая-то страничка и перестала приносить трафик. Это такой вот яркий пример. Так, про проблемы зеркала на OLX я вам рассказал. Это действительно очень обидно. И теперь мы переходим к самому интересному. Будет для мужчин много интересных тем. Так что будьте... Вам понравится. Есть такой сайт, называется Ева.ua. Его историю я до сих пор пишу. Вопрос интересный. Нужно ли в 25 в тайтл писать каждое слово с большой буквы? Смотрите, какая интересная ситуация. Мы берем запрос «Купить трактор». Давайте комбайн. Я вот комбайны сегодня искал. Обратите внимание, с большой буквы, что у нас есть в тайтлах. Очень важно, чтобы, да, есть и тайтлы с ошибками, что можно тоже отловиться. Тайтл с маленькой буквы выглядит не очень. Всегда выглядит не очень. Вот яркий пример, как здесь. Да? При этом вот так вот он выглядит гораздо поприятнее. Какой у Гугла формат ранжирования до сих пор загадка. Но мы точно знаем, что хорошо кликабельное как раз когда тайтл начинается с большой буквы и важные слова выделенными большими буквами. Допустим, купите, давайте, мини-купер. Возьмем вот этот запрос. Обратите внимание, как обычно делают. Да, бренд мини прописывают крупно, потому что это так он прописывается бренд. Я не знаю, почему так делают. Но та же вот автория, посмотрите, автомото, как выглядит выдача. Более кликабельными тайтлы являются, по мнению крупных SEO-специалистов, которые написаны именно в формате нормального естественного предложения, а важные слова выделены с большой буквы. Но не все. Предлоги выделять не надо, слово вот так вот «купить» выделять не надо. То есть менее значимые слова обычно редко удостаиваются повышения большой буквы. Но так как в тайтлах нет точек, то если используется знак разделителя, то следующее слово обычно привычно начинать тоже с большой буквы. Вот как яркий пример вы видите здесь. Это, считается этикетом, который хорошо работает. И на ранжирование, мы так понимаем, это влияет очень опосредованно. А почему опосредованно? Оно влияет на кликабельность. Если вы будете писать первая буква маленькая, вторая буква большая, вас, скорее всего, будут не кликать, потому что будут думать, что у вас на сайте работают странные SEO-специалисты. И поэтому кликать вас не будут. А кликабельность, напоминаю, влияет на ранжирование. Так, и вот я хотел поговорить про интересный такой сайт, как Ева. У Евы есть блог. Очень необычный блог. Зачем они ведут в нем статьи, для меня загадка. Потому что эти статьи приносят, вроде бы и много трафика, там 149 тысяч трафика, да, вот. Но если мы отсеем этот трафик, то есть если они удалят свой блог, давайте посмотрим, сколько. Там я даже сейчас вижу. Я вижу, у них сейчас будет 143 тысячи страниц. У них будет 1,9 миллиона трафика. То есть вы можете прикинуть, да, что это там сколько это в процентах несчастный приносит блог. Сколько приносит им блог реально продаж, я сейчас вам покажу темы, а вы сами скажете ответ на этот вопрос. Напоминаю, целевая аудитория Евы в основном это женщины. Почему? Можно всегда проверить. Есть такой сайт similarweb.com. Он тем хорош, что он показывает очень хорошо статистику того или иного сайта.
Вот. И мы сейчас вот как раз смотрим на страничку блога. Так, мне нужно трафик, а не то, что мы сейчас видим. Пу-пу-пу-пу-пу. Нет, лост мне не надо. Вот, у нас есть анализ сайта. Вот, SimilarWeb открываем. Да, и, в принципе, по сайту видно, что он женский. Это как бы, ну, и так понятно. Так, вопросиков не вижу, или они не грузятся. Вот, как вы видите, очень популярные темы я вам показываю на экране. Я такое гуглить не буду. Страница имена для девочек приносит им 4000 трафика. Она просела. Дизайн ногтей, ну, может быть, да. Дальше темы еще хуже. Дальше темы еще хуже, и только какие-то там кортизоловое лицо, я даже не знаю, что это, но, наверное, будет. Ну, очень отвратительный блог. Я на ролике розетки рассказывал, что розетка свой блог удалила. Вообще. Ну, то есть она от него избавилась, она его вынесла на поддомен и перестала развивать. Она уже больше года туда ничего не пишет. Может быть, вам это тоже надо будет делать. Блоги для коммерческих больших сайтов – это мусор. Если вы не расскажете какой-то кейс, не расскажете какую-то историю, не расскажете, ну, условно говоря, пройдете какое-то исследование, вам в блоге, ну, особо писать нечего. Чем вы похвастаетесь в блоге? Статьей «Тест на психологичный вик» или 10 лучших мелодрам? У нас есть классная статья на Еве, да, которая называется «Как правильно делать вот это вот дело», да, вот, которое я выделил. Я думаю, такие вещи – это, наоборот, анти-пиар вашего бренда, и от них вообще можно смело избавляться. Поэтому блог Евы для меня – это яркий пример, как не надо, куда не надо тратить деньги. Возможно, у них сидит SEO-специалист, который сидит и доказывает, что нужно писать в блог, это будет давать целевой трафик, этот целевой трафик будет нас смотреть. Я более чем уверен, что это еще по Украине, вот 149 тысяч трафика. Но если мы посмотрим в России, 2000 трафика еще приходит с России на этот блог почитать статейки, я уверен, в таком же стиле. Зачем? Непонятно. Там красивые имена, как сделать, чтобы прошли там, не знаю, месячные быстрее, ой, и дать да, вообще дальше темы такие. Ну, короче, вот это то, что можно смело сносить и забыть. То есть вот яркий пример вот плохого блога. Никогда не обращайте внимания на то, что вам говорит SEO-специалист, что нужно писать в блог. В блог можно писать только то, что как-то подвязано к существующей категории товаров, которая у вас продается. Например, вот они продают там какие-то маски, и там можно написать гайд, как наносить эту маску. Например, вы стоматологический сайт, вы пишете там про зубы, и там разные способы лечения, можно написать статью про то, что, условно говоря, у вас услуги не совсем это, ну, в услугу не запихнуть, допустим, там причина желтизны зубов, да, то есть, ну, у вас как бы есть услуга ультразвуковая чистка зубов, да, то вот причина желтизны зубов там можно расписать и сослаться на услугу «запишитесь на чистку». Так можно. Вот так нельзя. Надеюсь, этот момент поняли. Если есть вопросы, задавайте. Я советую сейчас тем, кто меня смотрит, посмотреть, есть ли у вас такие блоги, и посмотрите, как они ранжируются. Если вас это интересует, напоминаю, что мы это делаем подобные аудиты и делаем подобные анализы сайтов. Поэтому, если вы смотрите наш вебинар, там есть ссылочка, вы, если можете отправить мне свои ссылки на свой сайт, я ваши сайты тоже проанализирую и скажу про ваши узкие места, где вы где-то напортили, либо как, от чего можно смело избавиться. Вот. Так, этот момент есть. Сейчас подгружу следующую. Так, вопросиков мало. Хотя меня смотрит много зрителей. Ребята, я вас не слышу. Вы или смотрите меня, или не задаете вопросов, что меня удивляет. Так, я пока следующую покажу.
Так. Вот, интересный пример, когда Ева сделала вот тот же самый редирект, который мы показывали, делал OLX. У них была страничка, созданная под запрос тоник для волос. То есть вот она вот такая вот была страничка. Они ее редиректнули, то есть она опять вот сейчас вот отвалилась. Давайте мы вот тоник для волос посмотрим здесь. А посмотрим, какая она была здесь. Стала здесь. Щоб задавати запитання, потрібно хоча б дочекатися, поки сайт індексується. Дивіться, що потрібно зробити. Спочатку треба зробити звичайний Excel-файл, в якому прописати урли, як вони будуть називатися, і побачити, як буде виглядати вся структура вашого сайту. Тобто всі урли, як вони будуть, щоб ви їх не змінювали. Не змінювали там тире на якийсь інший знак, не змінювали крапку на ще щось. От щоб вони були прописані наперед. Продумайте в голові, як вони можуть змінюватися, коли щось, якийсь підурл додається, якщо потрібно додати якусь підсторінку. Для цього зробіть аналіз конкурентів. Як вони називають свої урли, і як вони виходять з проблеми, коли є підсторінки. Тому що один раз побудував структуру урлів, вам її треба притримуватися. І ця структура урлів буде для вас працювати наперед. Ось приклад, як сторінка тонік для волос, яка приносила скільки? 1300 трафіка, да, там? Зараз приносить 692 трафіку. Простий приклад. Просто вирішили зробити редирект і втратили якийсь відсоток трафіку. Я думаю, ця думка у нас сьогодні вже дійшла. Так, это сейчас у меня очень интересный будет пример. Вы очень сильно удивитесь. Есть такой сайт Work.ua. Я думаю, множество людей им пользовались, когда искали свою работу. Work.ua чем интересен? Тем, что у него очень много трафика по этой странице. То есть по поиску работы. Он фактически вместе с работой.ua делит рынок трафика в Украине. Прилично так делит трафик. Вот. Но есть у них очень одна интересная ситуация. У них есть странички пагинации. Вот они, да, вы видите, странички пагинации. И что они сделали? Они просто поставили canonical. Были странички пагинации, canonical был сам на себя. Они поставили canonical, и эти все странички отвалились. Как давно отвалились? Давайте посмотрим. Я вот смотрел, они отвалились у них давненько, то есть 2 года назад. В общем, как это выглядело? Вот эти странички пагинации у них были на пике, и потом они отвалились. То есть все, которые странички пейджа, вот они улетели. Давайте я уберу сейчас вот так картинку, чтобы вам было видно всю картинку целиком. То есть вот они были, работа Днепр, переводчик, видите, вот они вот Work.ua, вот они вот все вот эти страницы, jobs, пейджи, они все стали... Интересно, куда это ведет страница? Некоторые странички остались. Вот, кстати, русский редирект, забавная ситуация, да, которая ведет себя вот так. Здесь редирект, например, вот не закрытый, то есть я вот даже сейчас могу посмотреть. У них же и не закрытый редирект, у них canonical уже точно. Вот у них canonical сделано так. То есть смотрите, здесь ситуация, здесь страничка себя прекрасно чувствует, и она себя нормально ловит, но правда по другому запросу. А вот эта страничка работа Днепр отвалилась. Кстати, забавно, что она отвалилась с 4-й странички пагинации, но я уверен, что они все равно будут на 1-й страничке пагинации. Да, они себя нормально здесь на этой страничке. Jobs Днепро, они вот себя прекрасно чувствуют. Но смотрите, вот у них были странички вот эти пагинации, они фактически, когда их слили, трафик этих страничек куда-то отвалился. Про странички пагинации я там
уже много раз говорил, есть очень классный трюк, но он работает не для таких сайтов, у которых уже есть странички под города. То есть если у вас нет страничек под города, странички пагинации можно использовать, чтобы заточить их под города. В прошлой реконструкции я рассказывал, как это делает розетка. И у нас есть видео про розетку и статья про розетку на сайте. Я советую ее почитать, потому что у нас время тикает, я хочу успеть. Вот. Здесь же мы видим, да, вот они вот позакрывали эти странички, и они со временем сдулись. А давайте посмотрим, что происходит со страничками, которые не содержат пагинацию в целом. Что произошло? А вы видите, что ничего плохого не произошло. Вывод такой. Если у вас есть странички пагинации, которые вы не закрыли от индекса, вы можете смело их закрывать тегом canonical. Выглядит это так. Если у вас есть специализированные странички под города, и вам не нужно их создавать, вы делаете вот так. Но, так как есть чуть-чуть у меня времени, если вы розетка, и у вас нет выбора города, вот у них нет выбора города, никакого нет выбора города, и надо купить ноутбук в Днепре, вот приспичило вам купить ноутбук в Днепре. Вот видите, у них есть такая страница, ноутбуки Днепр. Но по факту это страница 4 с пагинацией. 4-я страница пагинации. У которой Canonical сам на себя. Да здрасте, да. Возвращаемся обратно. Canonical сам на себя, индекс follow. И четко прописанный тайтл. И самое главное, четко прописанный текст. В завершение этого видео я хочу сказать, что у нас уже полностью обновился tool unmiss.com. Я скидаю ссылочку сейчас всем вам в чатик. Этот tool позволяет вам сканировать сайты. Первые 18 страниц, если вы еще не зарегистрированы. Так, давай меня пускай. Давай, оп. Так, где ты? Вот есть соответствующий у нас tool веб-сайт аудит, в котором можно посмотреть свои старые проекты. То есть, допустим, можно просканировать новые, можно посмотреть старые проекты. Что tool позволяет делать? На сегодняшний день он позволяет посмотреть просканированный весь сайт, посмотреть качество на нем, тайтлов, description, заголовки, контента. Буквально скоро будет выкачан анализ контента. Сегодня на данный момент еще эта часть в разработке, но буквально через неделю вы уже сможете пользоваться редактором контента и сразу проверять его на ИИ и тому подобные вещи, и смотреть сразу конкурентов и прямо редактировать здесь. Готовый результат можно, вот этот проект потом полностью можно поделиться по ссылке. То есть я могу просто поделиться проектом по ссылке, вот паблик сделать, и, допустим, вот я скину этот пример просканированного проекта сейчас вам в чат. Вы можете посмотреть, как выглядит полностью просканированный маленький сайт, в котором видно все картинки, все в том виде, как оно есть. То есть вы видите, можно например, вот посмотреть только description и посмотреть все description и их показатели. То есть где их нет, например, вы видите, можно сразу увидеть. Также тут есть удобные фильтры, они сейчас, вот дизайн от этого поля в разработке, допустим, там description, там, например, not contains вообще что-нибудь. Можно, например, так вот отсеять сразу. Все description, которые просто так, что-то фильтр еще не... Да, этот фильтр, да, он же в разработке еще сейчас. Вот. И готовые результаты можно скачать в виде таблицы, передать на заливку. И точно так же работать дальше там, с заголовками, то есть, которые у вас есть, посмотреть, пересмотреть CH1 на странице, посмотреть, четко ли они соответствуют тому или иному запросу. Тул в разработке, но он уже, вот это то, что есть, позволяет полноценно просмотреть, просканировать свой сайт абсолютно бесплатно. Всего лишь нужно зарегистрироваться в инструменте,
и начать пользоваться им. Из второго инструмента, которым я пользуюсь каждый день, это AI Content Detector. Суть инструмента заключается в том, что я проверяю в этом инструменте, как какой ИИ, то есть сгенерирован ли какой-то текст искусственным интеллектом или он написан руками. Давайте возьмем вот ноутбуки в Днепре, вот этот вот текст и проверим его. Пока он будет проверять, я объясню, как пользоваться этим инструментом. Этот инструмент шикарен в том, что я в нем могу сделать описание так, чтобы оно было человечным. То есть я закидываю в него текст, затем смотрю результаты сканирования, и если он мне говорит, что этот текст написан с искусственным интеллектом, он мне говорит, где он написан и почему. И затем я отправляю эти правки в GPT и прошу, перепиши мне его, либо автору прошу, перепиши вот эти фрагменты предложения. Сейчас вот он просканирует, и вы увидите, собственно, как эта магия работает. Вот, например, вот я как раз делал анализ вот как раз по одному из проектов. Вот сейчас покажу, как выглядит уже полностью проанализированный текст. Сейчас подгружает. Да, напоминаю, что результатом сканирования можно точно так же поделиться. Так. Так, что-то он задумался. Ага. И вот он говорит, какие ему фразы не нравятся. Какие написаны явно искусственным интеллектом. Яркий пример. И потом можно попросить его переработать эти фрагменты предложений, и он их переработает. Я проверял тул как на чисто сгенерированном тексте, так и на написанном вручную. Например, я надиктовал голосом и вставил на диктовку голосом. А потом сделал 50/50, и оно четко распознало. И здесь я могу одно сказать, что тул мне нравится, я им пользуюсь постоянно. Вот. Так. Так, вот это вот мой как раз революционный лифтинг серватку у меня не открыл, да, наверное, не открыл. Вот, отвечаю на вопрос. Тобто текст одного, а із скормити іншим виглядають як і для людини, я все вірно зрозумів. Саме так. Я можу зробити перший текст генерацію в штучному інтелекті, закинути в цей тул, пересканувати, подивитися, що з ним не так, скормити ось цей з рекомендацією, перепиши так, щоб він був більш людяним, додав персоналізації, додав більш розмовного стилю і виправ ці помилки, щоб подібного не було. І він переписує дуже просто і зручному виді. Я писав описи для табаків для кальяну, і в мене вийшло дуже класні описи, які виглядають, наче їх писала просто людина, яка маркетолог. Тому так, цей тул мені тим подобається, що я перевіряю сам себе. Те, що згенерувалось. Да, він трошки довго працює, але за цей аналіз я його просто готовий розцілувати. Тому цей тул робився виключно під нас, як є. Є ще один тул, який ми використовуємо, це Keyword Density Checker. Як він працює? Ви можете скормити текст, наприклад, конкретної сторінки, да, отак як він є. Він повністю безкоштовний, не потребує ніяких цих. Це не те. Текст. І подивитися, як він рахує frequency та й density. Дивіться, якщо ви бачите density вище там за 3%, це, значить, слово використовується дуже зачасто. Але він дуже розумний, на деякі слова, він ще, розумієте, да, він рахує все. І от ми бачите, що є ноутбуки, Дніпро, щільність ключових слів, тобто плотність ключових слов для тех, кто не превышает 2%. Напоминаю, что если плотность ключевых слов превышает 2%, значит ваш текст, возможно, переоптимизирован. Поэтому оптимальным вариантом будет пересмотр вот этих самых слов на предмет, нет ли у вас переоптимизированного контента, который вам написал копирайтер.
Если у вас какие-то слова заходят за 2%, значит текст, скорее всего, переоптимизирован, и я бы рекомендовал его переписать. Тул шикарный, вам прислали, вы проверили density, поделились результатом, вот так вот share нажали, поделились результатом, отправили результат копирайтеру, говоришь: друг, у тебя плотность ключевых слов высокая. Он понял, переписал, распределил слова. Очень простой тул. Ребята, если есть вопросы, задавайте. Анмисом пользуйтесь, он условно бесплатный, в нем есть платные фишки. Обязательно давайте фидбэк. У нас есть специально группа Анмис. Вы можете рассказывать нам про тулы, все, что вы думаете, как их можно улучшить. Я буду с радостью помогать, но это тулы, которыми мы пользуемся. И веб-сайт аудитом пользуемся, чтобы видеть всю картину. Очень удобно. Сразу давать задачи разработчикам, сразу давать какие-то моменты, переписывать тайтлы, работать на конкретной странице, смотреть задачи даже по PageSpeed. Можно смотреть по PageSpeed показатели. Кстати, почему-то они сейчас не подтянулись. Не, вот подтянулись. Вот. И можно их как раз сейчас вот и изучить. Вот. И давай. Вот, speed надо было, наверное, нажать. Еще не знаю. Должен переходить на специальную страничку, но пока еще не переходит. Но там будет тоже отчет по ошибкам по PageSpeed. Так, нас 20 человек. Ребята, я был очень рад вас всех сейчас послушать. Точнее, пообщаться с вами в переписке. Если у вас есть вопросы, задавайте их обязательно. Я на них отвечу. Если же вы хотите, то есть вы смотрите меня уже в записи, я на вопросы отвечу, конечно же, в комментариях в YouTube. Я буду рад комментариям. Но напоминаю, у нас есть телеграм-группа. В телеграм-группу можно зайти просто по ссылке. Ссылочку я сейчас вам скину в наш чат, и вы можете просто присоединиться к этой группе просто по вот этой ссылочке. Ссылочку, пожалуйста, отправил вам всем в эту группу. Буду рад, если вы присоединитесь, подпишитесь на наш телеграм-канал. Телеграм-канал, напоминаю, у нас SEO Quick. Я тоже ссылочку отправлю. Я в нем активно пощу новости, рассказываю вот просто с первых рук любые фишки, то, что я нашел, накопал. Никакого, как говорится, копирайтерства там нет. Там в основном пишу все я. То есть, кроме анонсов, анонсы мне помогает писать моя команда. Все свежие новости я пишу то, что нашел, сразу публикую. Заметьте, сегодняшнее видео было посвящено ключевым ошибкам, что будет, если сделать 301 редирект. Я про это написал где-то месяц назад, и эту тему, собственно, и решил проверить. И когда я вот готовился к второй SEO-реконструкции, я действительно обалдел, как редирект может погубить бизнесы, погубить целые разделы сайтов, даже у лидеров сайта. И я знаю сайты, которые просто из-за редиректа рухнули и не поднялись. То есть, по факту, им проще уже создавать домен заново в том виде, как он есть. Хотя нет, может быть и нет смысла заново, но восстанавливаться тяжело. Если у вашего сайта нет брендового трафика, и вы сделали редирект, вам, возможно, будет очень тяжело восстановиться. Но в следующей реконструкции я расскажу про силу бренда и то, как за счет брендовых трафиков поднимаются абсолютно бестолковые, SEO-шно неоптимизированные сайты. Это затравочка для следующей реконструкции. Она пройдет, скорее всего, в феврале, поэтому следите за нами. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и пока-пока. Мы запускаем новую рубрику SEO-реконструкция. Что это за рубрика? В этой рубрике мы будем пытаться восстанавливать, как археологи, историю продвижения тех или иных сайтов, которые сейчас являются лидерами рынков, либо перестали ими быть. Как они добились успеха? За счет чего они взлетели наверх? Почему их опыт нужно изучать? И почему очень важно не совершать тех ошибок, которые они совершали, в рубрике SEO-реконструкция с Николаем. И здесь мы расскажем вам все трюки и все нюансы, которые вы, возможно, могли пропустить. Поэтому не пропустите это видео, подпишитесь на канал, и мы начинаем.